Однажды злой тролль создал удивительное зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до нельзя, а все безобразное казалось еще хуже и гаже. Тролля очень забавляла его новая игрушка, и его многочисленные ученики повсюду бегали с волшебным зеркалом и искажали как доброе, так и злое. Однажды они решили посмеяться над ангелами. Они осмелились взобраться на небо, но неожиданно зеркало вырвалось из их рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы мельчайших осколков разлетелись по свету и наделали немало бед. Попадая в глаз или сердце человека, они превращали его в злобного, холодного эгоиста. В одном большом городе жили по соседству двое бедных детей – Кай и Герда, которые любили друг друга как брат и сестра. Родители разрешали им ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. В теплое время года они проводили здесь все время, выдумывая разные игры, а зимой любили устроиться у теплого очага и слушать удивительные истории, которые им частенько рассказывала бабушка. Однажды, когда дети рассматривали книжку с картинками, Кай почувствовал, как что-то кольнуло его в глаз и сердце. Это были осколки зеркала злого тролля. С тех пор поведение мальчика резко изменилось. Он стал злым, грубым и жестоким. Как-то раз Кай отправился кататься на санках и не вернулся. Когда Герда узнала об исчезновении Кая, она долго плакала. Но она была уверена, что Кай был жив, поэтому решила отправиться на его поиски. Долго шла Герда по лесам, по полям, и вот наткнулась она на чудный домик, утопавший в цветах. К ней вышла хозяйка. Это была старая-престарая волшебница в большой соломенной шляпе. Герда очень понравилась старушке, и поэтому она заколдовала бедную девочку и оставила ее у себя навсегда. Герда позабыла о цели своего путешествия и много времени провела, играя в чудесном саду гостеприимной хозяйки. Однажды она случайно увидела розу и вспомнила Кая. И тут же, очнувшись от волшебства, отправилась в дорогу. По дороге Герда встретила большого умного ворона. Он рассказал девочке, что знает принцессу, которая собиралась выйти замуж, и ее жених очень был похож на Кая. Ворон согласился провести Герду к нему. Оказавшись во дворце, Герде удалось увидеть будущего принца. К сожалению, это был не Кай. Принцесса, выслушав грустную историю девочки, подарила ей золотую карету с кучером и слугами, а также башмаки, муфту и чудесное платье. И Герда отправилась в путь. В темном лесу сверкающая карета сразу бросилась в глаза разбойникам, которые тут же напали на нее. Маленькая разбойница, дочь атаманши, взяла Герду себе в плен. Она привела Герду в разбойничий замок, чтобы похвастать своим зверинцем, в котором были лесные голуби и северный олень из Лапландии. Услышав историю своей пленницы, маленькая разбойница пожалела ее и отпустила вместе с северным оленем на поиски Кая. Северный олень привез девочку к старухе Лапландке, которая отогрела и накормила измученную девочку. Она написала пару слов на сушеной треске своей приятельнице Финке, которая жила неподалеку от дворца Снежной Королевы, с просьбой помочь девочке. Она объяснила Герде, что причиной плохого поведения Кая стали осколки зеркала, что попали ему в сердце и глаза, и он никогда не станет прежним, если не растопить лед силой горячего любящего сердца. Ко двору Снежной Королевы Герда отправилась одна-одинешенька. Никто не смел приблизиться к дому могущественной повелительницы. Ей было очень холодно и страшно. Очутившись в замке, Герда удивилась, каким холодным, пустынным и мертвым он был. Вскоре она заметила Кая, который совсем посинел, почти почернел от холода.
Мальчик сидел в уголку и пытался выложить из льдин слово «вечность». Ведь в этом случае он получил бы в подарок от Снежной Королевы весь свет и пару новых коньков. Герда бросилась к Каю, крепко обняла его и заплакала. Своими горячими слезами она расплавила осколок, застрявший в сердце мальчика. Подобрев, Кай тоже принялся плакать. И второй осколок вытек из глаз вместе со слезами. Как они были счастливы видеть друг друга. Но не было времени для радости. Им нужно было выбраться из ледяного дворца, пока не вернулась Снежная Королева. Когда Кай и Герда наконец выбрались из царства Снежной Королевы, они поспешили домой. На обратном пути им повстречались все друзья, которые помогли Герде в ее поисках. Дома их ждали любимые цветущие розы, а все происшедшее вскоре было забыто ими, как тяжелый сон. Жили-были старичок и старушка в маленьком домике на краю леса. Все у них в жизни спорилось, одного только не хватало. Не было у старичка и старушки детей. Попросил как-то старик испечь пряник в форме маленького человечка. Заглянула старуха в амбар, а муки почти не осталось. Взяла на миску, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки пригоршни с 2. Замесила старушка тесто на сметане, и когда раскатывала на столе пряник, взяла да и сделала его в форме маленького человечка с ручками, с ножками, с головой. И поставила его в духовку. Через некоторое время старушка подошла посмотреть, пропекся ли пряник. Взяла его и положила на окошечко остудить. Остыл пряничный человечек, полежал, да вдруг встал и побежал со всех ног из дома. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Старушка позвала мужа, и оба они бросились вдогонку. Но не так-то просто поймать пряничного человечка. Вот уже добежал он до поля, где крестьяне молотили жито. Пробегая мимо, крикнул пряничный человечек им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от них он тоже легко убежит. Услышали крестьяне такое и побежали за ним вдогонку, но как быстро они не бежали, догнать его не могли. Прибежал пряничный человечек на поле, где косцы косили траву. Пробегая мимо, крикнул он им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от них он тоже легко убежит. Не выдержали косцы таких насмешек. Все бросились за пряничным человечком, бегут со всех ног, а догнать не могут. А человечку навстречу корова идет. Он и ей закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от нее он тоже легко убежит. Разозлилась корова и тоже за пряничным человечком бросилась, только догнать не может. А ему навстречу свинья. Человечек закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от нее он тоже легко убежит. Завизжала свинья и вдогонку кинулась, только догнать не может, слишком толстая она была. Бежит пряничный человечек по дороге, а навстречу ему заяц. Сказал человечек, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от него он тоже легко убежит. Услыхал заяц такое и побежал вдогонку. Не может и он догнать никак человечка, только заяц его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему волк. «Я тебя съем», — говорит. А человечек ответил ему, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от него он тоже легко убежит. Зарычал волк и кинулся на пряничного человечка, а тот увильнул и побежал, что есть мочи. Только волк его и видел.
Бежит пряничный человечек, а навстречу ему огромный медведь. Не испугался его человечек, а закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от него он тоже легко убежит. Топнул ногой свирепый медведь и побежал за ним вдогонку, но медведь был слишком медленным, чтобы догнать быстрого пряничного человечка. Бежит, бежит пряничный человечек, а навстречу ему лиса. Лиса была очень хитрая, но человечек этого не знал. Поэтому он по привычке и начал кричать, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от медведя, значит, и от нее он тоже легко убежит. Дослушала лиса до конца и сказала, что она совсем стара стала, ничего не услышала. Подошла поближе к человечку и попросила его повторить. Послушался ее глупенький пряничный человечек и начал заново хвастаться. Дослушала лиса до конца и сказала, что все равно ничего не расслышала. Подошла еще ближе к человечку и попросила его повторить снова. Согласился пряничный человечек, и только он начал заново, как лиса накинулась на него и съела. И больше пряничный человечек уже не хвастался.